Всем привет, господа нажиманчики, нажиманы и особенно нажиманищи, потому что сегодня в обзоре не ножичек, не ножик, а самый настоящий ножище от компании Real Steel, а точнее аж серии ножей для охоты и рыбалки H9 Taken. Не знаю, насколько он будет полезен охотникам и рыбакам, но однозначно вы не пожалеете о его выборе, случись остаться вам с ним вдвоем наедине с дикой природой. Компания, видимо, при его создании учитывала такой вариант развития событий, так как, судя по ощущениям, этим ножом не только можно крошить батон с колбасой на типичной охоте, но и в случае чего застругать себе копье для добычи дичи, ну или просто зарубить зазевавшегося суслика этим ножом, им же нарубить дров для костра и им же накрошить дичь на суп. Для удобства его транспортировки во время выслеживания сусликов в комплекте с ножом поставляется нейлоновый чехол, который не просто себе бесформенный мешочек, а вполне оформленный жесткий кофр. Сшит он ровно и аккуратно, снабжен крышкой на липучке с логотипом компании. Крышка приклепана к корпусу 4 клепками, образуя петлю для средней ширины ремня. В общем, вполне неплохой для нейлонового чехла чехол. Единственное замечание: внутренний материал крышки неминуемо растрескается в местах сгиба от частого открывания и закрывания, и особенно быстро произойдет это на морозе. Желающим повесить ножик на карман предоставлена такая возможность. Нож снабжен небольшой полированной и по ощущениям очень жесткой клипсой. Несмотря на то, что она с трудом отгибается пальцем, нож в карман залетает легко и непринужденно и помещается там, несмотря на свои размеры, целиком, напоминая о своем присутствии деликатно торчащим из кармана небольшим кончиком. А размеры у него не маленькие. Общая длина ножа 244 мм, длина клинка 108 мм, весит нож 180 грамм. Суслика можно не рубить, в него можно просто запустить ножичком. Убойный вес был бы несколько больше, если бы с лайнеров не вырезали весь металл, который, по мнению рилстиловских найфмейкеров, никак не влияет на прочностные характеристики этого ножа. И, пользуясь моментом, можно узреть, что лайнеры крепятся друг к другу 4 винтами с помощью 2 бонок, скрытых в спейсере из G10. А также наблюдать в принципе нетрадиционный конструктивный подход. Осевой ножа прикрыт накладками из G10. Сделано ли это в расчете на дополнительную защиту узла от грязи и пыли, или дань это дизайну, в любом случае при разборке ножа стоит озаботиться тщательной регулировкой осевого с последующим сажанием винта на фиксатор резьбы. На ходу подкрутить осевой винт не получится. Спейсер у ножа длинный и у навершия рукояти имеет выточку, которая в кооперации с бонкой предоставляет возможность и место для крепления темляка. Накладки хорошо подогнаны к самим лайнерам, никаких выступающих кромок, все ровненько и довольно гладенько. С ребер накладок сняты аккуратные полукруглые симметричные фасочки. Накладки продольно текстурированы, что тоже является довольно редким решением, и слегка сточены к краям относительно своей продольной оси, из-за чего рукоять ножа в сечении имеет ромбовидную форму. Это ли сыграло решающую роль, либо длина рукояти и ее нейтральная форма, но нож просто замечательно лежит в руке, любым хватом, что прямым, что обратным. И шайба открывания клинка как нельзя кстати подворачивается под большой палец при его хвате. Да, для открытия по центру стоящего клинка предусмотрена шайба. В общем-то удобно открывать за нее нож, но учитывая большой радиус, который она описывает в ходе этого процесса, пользователи с коротким большим пальцем могут испытать некоторые затруднения. В любом случае клинок хорошо открывается просто от толчка по шайбе. Фиксируется клинок лайнером с грубой насечкой, заходящим на начало пяты клинка. Для удобства отжатия лайнера замка в противоположном лайнере предусмотрена выемка и небольшая выборка с внутренней части накладки. Шайба съемная, и ее можно демонтировать, открутив один только винт. Возникает вопрос, а как же тогда открывать нож? Да в общем-то как обычно.
Коротко и ясно, и пусть суслики мрут на расстоянии от ужаса, произведенного эффектом. Да, флип у ножа очень и очень неплохой, всего 2 шайбы, не подшипники. Подшипники не лучший выбор для жестких условий, и правильный подход к производству и реализации делают свое дело. При этом нет ни намека на люфт, ощущение, что в руках не фолдер, а фиксы. Ну и самое вкусное и интересное в этом ноже, конечно же, его клинок. Клинок по форме сделан напоминает японский сантоку, а самураи гарантируют, что нож с такой формой отлично будет делать всего 3 вещи: резать, рубить и крошить. Причем с последними 2 задачами нож должен справляться без особого для себя ущерба. Этому способствует как в общем конструкция ножа, так и отдельные ее элементы, как, например, 5-миллиметровая стопорная бонка, так и 3,5-миллиметровой толщины клинок с прямыми спусками, сведенный в 0,7 мм. Да и надо сказать, что режет он тоже хорошо. Во всяком случае с бумажкой справляется с коробки аки бритва. Да и вопреки ожиданиям подвернувшееся под руку яблоко не расколол, а так и разрезал. Не вязнет также клинок и при резе картона, видимо благодаря своей немалой ширине. Клинок выполнен из стали 14C28N Sandvik в Stonewash финише. В общем-то хороший выбор для грязной работы, и при правильном подходе производителя к обработке, а пользователя к использованию будет служить долго и верно. Такой вот своеобразный поварской складничок для охоты и рыбалки побывал сегодня на канале Real Steel H9 Takin. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока. Нравятся Real Steel? Посмотрите предложенные далее обзоры.